Друзья, всем привет! С вами вновь Геннадий Истомин и канал Добрый Гена. Сегодня я решил рассказать о том, как сделать вот такую стену из кирпичиков. Следовательно, я расскажу вам о том, какие процессы необходимо выполнить, какие инструменты нужны, и покажу все это наглядно, чтобы, так сказать, каждый смог это повторить. Хочу сразу отметить на то, что данный процесс, он достаточно трудоемкий. Я видел ряд видео, где вроде так все быстро и так легко, на самом деле это занимает несколько суток, так как необходимо выдержать определенные процессы, там, высыхания, грунтовки и так далее. Но зато сам эффект и результат, он того стоит. Поэтому не будем больше долго говорить, поехали. Первое, что я сделал, я закрыл все свои полы картонкой, может был полиэтиленом, то, что было, тем и закрыл. Взял грунтовку глубокого проникновения и с помощью валика я прошел все стены. Ну а в труднодоступных местах я проходил кисточкой углы, это за трубами, там, за счетчиком и так далее. Все это сохло примерно где-то 2 часа, дал на высыхание, там по инструкции в течение часа, так уже трогал в стену, смотрел, когда уже окончательно хорошо высохло, чтобы скотч хорошо прилипал, тогда я решил дальше уже продолжать свою работу. Следующий этап это была разметка. Вначале я широким скотчем на 19 прошел внутренние контуры, там где я не собирался делать штукатурку. После чего уже взял электронный уровень, можно обычный, если небольшие расстояния, там до 2 метров, то в принципе можно обычным уровнем все это делать. Но у меня расстояния большие, там почти 4 метра, одна стена, вторая там 1,50 м. В общем, отметил 6,50 на кирпичик на 25. Ну и начал делать, вначале делаются горизонтальные линии. И с помощью скотча, видео я записывал, как я этот скотч делал, сантиметровый примерно. Я начал делать горизонтальные линии. В принципе, процесс несложный. Внимательность, наверное, самое главное, чтобы не накосячить. Так как если линия пойдет неправильно, то потом это будет рисунок некрасивый. Так сделал всю стену в горизонтальных линиях. Наступило время делать вертикальные линии, их делать немножко подольше, так как отрезать очень много, кусочки небольшие. В общем-то, вначале также начал делать разметку и приклеивать маленькими кусочками, так сказать, уже стали появляться кирпичики. Вначале ножницами отрезал, иногда отрезал ножиком канцелярским, где как удобно, так и, в принципе, отрезал. И так также всю стену стал размечать и клеить. Вот получилась стена. Получилось очень красиво. Даже появилась мысль, может просто покрасить и все. И кирпичики уже будут видны. После чего последним этапом расклейки надо было заклеить обязательно розетки. Их также надо клеить очень аккуратно. Одев перчатки, я взял смесь Ротбанд. У меня она была, я ей стал делать. Было пару мешков. Размешал достаточно жидко, так как участок достаточно большой, то пока ее наносишь, она начинает густеть. И начал все это наносить. Слой примерно 0,5, где-то чуть побольше, где-то поменьше. Тут это несущественно важно, так как кирпич, он не должен быть ровным, это будет смотреться лучше. После нанесения, пока доходишь весь участок, то начало уже начинает подсыхать, и можно с помощью влажных перчаток, чуть их смочив, начинаешь делать фактуру, просто хаотично, как нравится, так сказать. Также фактуру придавал с помощью газеты, просто сминаешь газету и ею промакиваешь всю эту штукатурку. И даешь этому всему еще подсохнуть где-то минут 15-20 примерно, в зависимости от слоя. Можно это все потрогать и проверить. Как почувствовал, что уже начал подсыхать, взял шпатель и с помощью шпателя все это немножко заглаживается. Также все это делается хаотично, так как нравится. И в заключении уже
еще минут где-то 10-15 даешь все это подсохнуть и начинаешь очень аккуратно все это от скотча отлеплять с горизонтальных линий. Вертикально начинают задираться, и их также берешь и потихонечку все это отдираешь. И получаются вот такие вот прекрасные уже кирпичики, очень, ну, мне очень они понравились, я вообще просто от них тащусь, честно говоря. Кто досмотрел это видео до этого момента, хочу открыть маленький секрет. После того, как ленту я все отлепил и прошло их где-то еще минут 20, я взял обычные перчатки и, поглаживая всю стену, убрал лишние шелушавки, так сказать, и кисточкой всю смахнул пыль. После чего все это высохло, и с помощью грунтовки я прошел еще раз все кирпичики. Получается, что заняло это где-то примерно еще 14 часов, все вместе. После того, как окончательно грунтовка высохла, я взял краску, краска латексная, супер прочная, моющаяся. С помощью кисточкой проходил все швы, с помощью валика закрашивал сами кирпичики. Все это проходилось в 2 слоя, с промежутком в 2 часа, согласно инструкции. Ну и здорово получилось. Друзья, я надеюсь, вам понравилось мое видео, понравились мои кирпичики. В следующих видео я вам покажу, как делать буазери, это низ, также из кирпичиков, и также камин на моей кухне. В общем, дальнейшие мои видео будут продолжаться о кухне. Ну и, конечно, в результате я вам покажу всю кухню в целом, так сказать. Ну что, пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, подскажу, расскажу. Пока!